Здравствуйте, меня зовут Дарья, и сегодня я хочу поговорить о жеребости, о том, как все-таки выяснить, жереба ли кобыла, если у вас нет возможности вызвать ветеринара и проректалить лошадь, или вызвать УЗИ и посмотреть на приборе, если там что-то внутри. Хочу немножко поговорить об этом, рассказать о явных признаках жеребости, чтобы понять таки уже к концу жеребости, снимать ли лошадь с нагрузки, когда это делать и надо ли это делать вообще. Вот. И сегодня я хочу показать и немножечко рассказать о том, как выглядит кобыла перед выжеребкой, как выглядит кобыла немножечко до выжеребки, ну, скажем так, где-то за несколько недель. И также хочу показать, как выглядит лошадь, которая не жереба, либо выжеребка у нее не ранее, чем через 2 месяца после того момента, как мы ее посмотрим. Вот. Ну, сейчас мы идем к табуну маток. Как раз одна из кобыл у нас вот-вот должна жеребиться, и мы ждем это буквально там с часу на час. Вот. Правда, кобылы, бывает, задерживают выжеребку. Они могут это делать на несколько даже дней, не только часов, даже на несколько дней. И, в общем-то, мы посмотрим вот сейчас, в каком состоянии лошадь. Ее найдем и уже от нее, как говорится, будем отталкиваться. Я расскажу и о других кобылах, об их сроках и, в общем-то, когда им жеребиться. Ну что, пойдемте. Ну вот эта кобыла жеребится у нас каждый год по собственному желанию. Даже если мы ее не кроем, она все равно где-то находит жеребца, вот, и приносит нам потомство. Вот как бы сейчас по ее внешнему виду я бы сказала, что жеребиться ей где-то через месяц. Через месяц, значит, почему я так считаю? Ну, во-первых, я смотрю на вымя и вижу, что оно немножечко начало набираться. То есть оно немного стало наливаться. Наливает вымя кобыла за месяц или даже за полтора. Вот начинает признаки набора вымени до выжеребки. Все зависит от самой кобылы и от ее физиологии. О, к нам еще одна пришла. Вот сейчас мы посмотрим как раз вот эту лошадь, благо она подошла. Можно посмотреть на ее вымя. Этой кобыле жеребиться где-то, я думаю, недели через 2, максимум 3. Вымя уже совершенно другой формы. Оно уже такое, ну, налитое достаточно. Вот. И уже как бы мы видим, что скоро ей уже нужно будет, давать такой некий отдых и ждать, ну не то чтобы ждать, давать ей отдых и не использовать ее в работу. Ну вот хочу показать еще один момент. Если сюда вот подойти с камерой, то вот здесь у нее очень хорошо видны вот эти вот провалы возле репицы. Вот сюда прямо ложится ладонь. Если посмотреть, у лошади, которая не собирается жеребиться, и в нормальной форме вот этих вот провалов сзади, вот этих нету. Стой. Вот этих нету. Круп обычно у лошади такой круглый. Вот. Это тоже говорит о том, что расходятся кости крестца, и кобыла уже надумывает жеребиться. Ну, а вот эта кобыла подошла. Это молодая кобыла, 2-летняя. Можно посмотреть ее вымя. Она не жеребая. Вот. И мы видим, что вымени там практически нету. То есть это только, ну, скажем так, соски видны, да, и все. Молочной железы набухшей мы не видим. То есть мы четко понимаем, что эта кобыла либо не жеребая, либо жеребиться ей еще очень-очень-очень не скоро. Вот, ну а это вообще не кобыла. Кто-то его укусил талисман за попу. Хе-хе-хе, печалька.
Вот. Еще хочу немножко показать по строению. Вот если встать сзади кобылы, сзади, четко сзади, чтобы видеть передние и задние ноги не под углом, а вот четко сзади, то мы увидим, что живот кобылы не симметричен. Вот можно на примере вот этой лошади посмотреть. Тут более видно. Стой, Кузя, да что ж такое-то? Удрала, не захотела смотреться. Ну, можно за Кузьку встать вот сзади. Сейчас пойдем искать победку. Вот эту. Вот. Если встать сзади кобылы и посмотреть на выпирающий с двух сторон живот, вот с этой стороны и с той. Вот на той стороне лошади находится желудок. Вот здесь. Вот он. На противоположной стороне лежит плод. И если посмотреть, то живот немножко несимметричен. С этой стороны он идет немного вниз, как бы такой грушей. А на той стороне он часто как бы выпирает чуть выше. И у лошади сзади, скажем так, выглядит как бы разрез, да, вот здесь выше, а здесь ниже утолщение, вот таким образом. То есть плод лежит вот здесь. И если присмотреться, то вот это выпирание плода налево, оно начинается с 8-го месяца жеребости. До 8-го месяца вы не угадаете, жереба кобыла или нет без ректалки. Вот. Ну а дальше мы наблюдаем за формой живота. Сперва живот будет опускаться вниз. И будет видно, что у лошади такой вот, как сказать, такой чемодан, да, внизу. Вот он как бы пойдет вниз. И мы сразу увидим, что плод лежит внизу. Это где-то месяц, скажем так, конец 9-10 месяц. Потом плод будет подниматься вверх. И к самой выжеребке плод поднимется настолько высоко, что он будет лежать где-то вот здесь, в этой части лошади, вот здесь. И вот этого вот отвисшего живота будет практически не видно. Как только вы увидели, что живот подтянулся, и лошадь как бы из жеребой стала не жеребой, так в профиль, через 3 дня ждите выжеребку. То есть плод пошел на выход. Если вы по срокам видите, что как бы кобыле еще жеребиться рано, но она как-то волнуется. Ну, то есть что-то такое чувство, что у нее как будто потуги, как будто она вот как бы ложится, встает постоянно, оглядывается на живот, там, не знаю, вот ожеребится, такое чувство. Не пугайтесь, это плод переворачивается последний раз и встает головой на выход. Через 10 дней у вас будет выжеребка. Вот, плод перевернется, и лошадь дальше пойдет есть. Такие случаи у нас были, что мы уже думаем, ну все, сейчас будет жеребиться, преждевременная выжеребка, что же делать, а лошадь потом повалялась, полежала, отдохнула, встала и есть пошла. То есть вот как-то так. Вот, ну, надо смотреть, опять же, по провалам на крупе и по вымени. Ну и сейчас мы пойдем искать ту кобылу, которая у нас должна жеребиться, потому что в табуне ее нету, и я думаю, что она вроде как куда-то собралась. Так что мы пойдем ее искать. А у кого-то понос, мамка, в охоте. Еще вот хочу немножко сказать о том, если у вас жеребята, и жеребята у вас как бы не часто появляются, вот, и у вас родился жеребенок, и через какое-то время, дней через 10, вы увидите у жеребенка вот такой грязный хвост, и увидите понос у мелкого.
Не пугайтесь, ничего страшного. Эта кобыла пришла в охоту. На 7-10 день кобыла приходит в охоту. У нее меняется гормональный фон, и жеребенок, получая молоко матери, тоже получая вот этот вот избыток гормонов, он начинает поносить. Как мать перегуляет, то есть охота прекратится, у жеребенка прекратится понос. Это нормально для всех жеребят, которые вот, доживают до 7-10 дня своей жизни. Вот, и, в общем-то, это ничего такого страшного нету. Попки грязные у всех какое-то время. Но если же ребенок у вас сильно запоносил и прямо уже несколько дней, и прямо какает прямо водой, и прямо с бульканьем, там, не знаю, вы видите, что это ненормально, то тогда уже обращайтесь к ветеринару. А вот такой легкий, жидкий стул, как говорится, это все физиологично, и через это проходят все маленькие жеребятки. Ну, а мы идем искать кобылу, которая где-то спряталась. Вообще, хочу сказать, что на выжеребку кобылы уходят от табуна. Некоторые уходят до 3 дней. Иногда они уходят со своими сестрами или матерьми, или подругами, которые их охраняют, оберегают жеребенка и находятся рядом. Но из табуна обычно лошадь уходит на момент выжеребки и возвращается уже жеребенком обратно. Ну, мы сейчас посмотрим, куда же на пастбище у нас могла деться кобыла. Ну что, мы нашли кобылу, у нас все хорошо, она только-только ожеребилась. Жеребенок уже встал на ноги, уже кушает. Это кобылка, насколько я вижу. Вот, здоровенькая, крепкая кобылка. Послед еще не отошел. Вот. Видать, вот только-только, буквально несколько минут назад она ожеребилась. Ну, жалко, мы не успели на сам момент выжеребки. Вот, но первые минуты жеребенка вот у нас запечатлены. Вот, малышка, судя по всему, серебристо, либо чалая, либо серебристо-вороная. Хвостик, потому что у нас беленький. Ну, в первые буквально минуты жизни, это порядка где-то минут 10, здоровый жеребенок всегда встает на ноги и старается найти вымя матери, чтобы поесть. Через полчаса жеребенок, здоровый жеребенок уже может следовать за матерью, и причем, когда он обсохнет, то он уже за нею движется и даже бегает. Она должна начать сосать, чтобы спровоцировать у нее потуги. Она для этого ляжет, и у нее начнутся потуги, и, в общем-то, она от последа избавится. А послед обычно отходит в течение первых 10 минут-2 часов. Если послед не отошел в течение 2 часов, нужно помочь кобыле от него избавиться. Ну, я надеюсь, что послед отойдет, потому что он уже практически весь вышел. Осталось ей, собственно, родить саму плаценту. Сейчас мы видим пузырь, в котором был жеребенок. Плацента еще находится в матери. Вот. Ну, это не так долго. Вот, мы оставим кобылу на некоторое время и проверим ее и малышку. Через полчаса посмотрим, отошел послед, либо не отошел. Если не отошел, то поможем ей от него избавиться.
Ну что, у нас сегодня произошло очень радостное событие. Родилась вторая кобылка этого года, нужной нам масти, чему мы очень рады. Вот. И, в общем-то, у нас получился даже такой удачный фильм, такой неожиданный, на тему выжеребки кобылы и определение срока жеребости. Правда, я хотела показать вымя кобылы, которая должна вот-вот ожеребиться, но, к сожалению, нам малышка не дала этого сделать, поскольку уже родилась. Вот. Ну что, сейчас мы уходим на какое-то время и вернемся к матери через где-то полчаса, чтобы проверить, все ли хорошо. Мы вернулись, чтобы посмотреть, вышел ли послед у кобылы, если что, помочь с этим. Но я смотрю, что при приближении нашего кобыла встала, вот, и смотрю, что последа у нас нету. Значит, все хорошо, и выжребка прошла успешно. Ну вот то место, где кобыла ожеребилась, здесь как бы видно, что она здесь лежала, потом ложилась еще раз для того, чтобы отошел послед. И я сейчас проверю послед на его целостность, потому что это очень важно. Вот она пришла посмотреть и понюхать его, что это, да. Вот. Ну, хочу сказать, что у кобылы выжребка первая в ее жизни. Это первый жеребенок. Она к жеребенку относится очень хорошо, спокойно. Вот. Ну, здесь пробка лежит. Это как бы при начале выжребки отходит такая вот слизистая субстанция, которая закрывает, собственно, матку, да. Вот. Отошла пробка. Так, теперь мне нужно посмотреть послед, его целостность. Ну, жеребенок уже по нему побегал немножко. Я сейчас разложу, чтобы увидеть, весь ли он вышел. Это победа. Это мешок, в котором был жеребенок, а это уже непосредственно сама плацента. Ну, плацента, в принципе, вся целая, разрывов нету. Я думаю, что все у нас замечательно, все отошло правильно и хорошо. Вот. Просто бывает, что прирастает где-то к матке кусок плаценты, он остается. Вот. И у кобылы могут быть какие-то воспалительные процессы потом. Вот это сейчас вот эту дырку я посмотрю, что это. Нет, тут просто разрыв. Вот. Вот она тут вся целая, да. Никаких кусков не оторвано. Все хорошо. Мелкая уже бегает. Вот, правда, сейчас еще сложно сказать, какой она масти. Она еще сырая. Ну, либо вороная, либо серебристо-вороная, либо чало серебристо-вороная. Одно из трех. Ну, это мы увидим завтра, когда жеребенок реснички беленькие, значит серебристо. Серебристая и хвост белый. Либо серебристо-вороная, либо чало серебристо-вороная. А второе сказать с уверенностью на данный момент не могу, поскольку это будет понятно только после первой линьки жеребенка. Несет она ген чалости или не несет. Ну, или можно сделать тест. Вот. Ну, что? Малышка двигается нормально. Скоро нам надо будет уже заводить кобылу домой, поскольку вечер. Ну, а я говорю до свидания. Всего хорошего. Смотрите наш канал.